Всем привет! Вы на канале теплых домашних рецептов. Близится зима, а значит, самое время согреваться и баловать себя питательными и полезными блюдами. Сегодня приготовим нежный лосось в сливочном соусе. Для начала как следует солим и перчим рыбу со всех сторон. Важно перевернуть стейки, чтобы они равномерно пропитались специями. Главное не перестараться, пряности не должны заглушить вкус рыбы. Ставим сковороду с толстым дном на плиту. Добавляем оливковое масло. На разогретую поверхность отправляем наши нежные стейки. Жарим их около 6 минут с одной стороны до образования золотистой корочки. Будьте внимательны, следите за временем, чтобы не пересушить лосось. После переворачивания жарим еще 2 минуты. Можно снимать с плиты. Займемся приготовлением соуса. Возьмем 2 очищенных зубчика чеснока и с помощью толстого ножа разомнем. Теперь нарезаем чеснок как можно мельче. Так вкус раскроется намного лучше. Кладем на разогретую сковороду столовую ложку сливочного масла и добавляем рубленый чеснок. Обжариваем 1 минуту, пока смесь не приобретет слегка коричневый оттенок. Переходим к томатам. Возьмите примерно 1 стакан черри и порежьте на половинки. Помидоры придадут нашему соусу необходимую кислинку, благодаря чему вкус будет максимально сбалансированным. Отправляем томаты в сковороду. Как следует помешивайте черри, чтобы они равномерно прогрелись. Через пару минут добавим немного соли и черного перца. Это ускорит процесс отделения сока. Пришло время шпината. Нам нужно заполнить им всю поверхность, а после хорошо перемешать. Обжариваем несколько минут до тех пор, пока листья не уменьшатся в объеме. Вливаем в наш будущий соус полстакана жирных сливок. Сверху посыпаем все натертым пармезаном. Этот итальянский твердый сыр обладает очень нежным и вместе с тем насыщенным вкусом, поэтому нам понадобится не более 30 граммов. И это еще не все. Сделать блюдо ярче и ароматнее помогут пряности. Свою горьковато-сладковатую ноту внесет базилик. Мелко порубите его ножом. Отличным дополнением к нему станет петрушка. Небольшой пучок зелени также мелко нарезаем. А после убираем с лезвия все, что осталось. Посыпаем смесью зелени наш соус и перемешиваем, чтобы вкусы соединились. Осталось совсем немного. Увариваем соус в течение 3 минут. За это время лишняя влага испарится, а вкус получится еще более насыщенным. После кладем рыбные стейки в соус. Обильно поливаем их со всех сторон и оставляем на огне еще на 2-3 минуты. Это необходимо, чтобы рыба выбрала все самое лучшее. Ну вот и все. Сервируем наше блюдо. Стейки получились безумно мягкими. Вам не потребуется никаких усилий, чтобы взять кусочек. Великолепный вкус. Попробуйте приготовить, и вы сами в этом убедитесь.